Всем доброго времени суток! Вы на канале Нит Соло, это канал вязания, меня зовут Валентина. Сегодня вместе с вами я буду вязать вот такой узор. Этот узор выполнен ленивым жаккардом, еще эти узоры называют ленивыми узорами. Эти узоры формируются за счет вытянутых петель и используется для вязания несколько цветов пряжи. Каждый цвет пряжи меняется каждые два ряда. Первые два ряда лицевой и изнаночной вяжутся одним цветом пряжи, а следующие два ряда вяжутся другим цветом пряжи. И за счет этого мотки в работе не путаются, так как каждые два ряда вяжутся только одним цветом. Давайте теперь рассмотрим схему данного узора. Пустые незаполненные клетки на моей схеме обозначают один цвет пряжи, а те, которые заполнены крестиком, другой цвет пряжи. В моем случае сегодня пустая клетка обозначает молочный цвет пряжи, а клетка с крестиком серый цвет пряжи. Каждая клетка — это одна петля. Раппорт обозначен прямоугольной областью. Он состоит из 8 петель по горизонтали и 14 рядов по вертикали. На схеме обозначены только лицевые ряды. Вот 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Изнаночные ряды вяжем по рисунку, то есть те петли, которые мы видим в предыдущем ряду. Вытянутая петля в лицевом ряду — это петля, которая снята на правую спицу не провязана, и при этом рабочая нить идет за работой. Вытянутая петля в изнаночном ряду — это петля, которая снята на правую спицу не провязанной, и при этом рабочая нить идет перед работой. Для своего образца я набирала 35 петель, из них 32 петли — это число, которое кратно 8, так как у нас в раппорте 8 петель. Плюс одну петлю я добавила для симметрии полотна, чтобы одинаково полотно выглядело как в начале, так и в конце. И плюс еще 2 петли кромочные. Кромочные петли на моей схеме нигде не обозначены, они в рисунке не задействованы, и провязывать их в своем образце я буду следующим образом. Первую кромочную я буду снимать не провязанной, а последнюю кромочную буду провязывать изнаночной. И сейчас я приступаю к вязанию узора, начинаю вязать с первого ряда по схеме. В первом ряду по схеме узора первая петля молочного цвета, следующая петля серого цвета, затем следующая петля молочного цвета, 3 следующие петли серым цветом, 1 петля молочным цветом и 1 серым цветом. Затем все повторяется: молочная, серая, молочная, 3 серых, молочная, серая, и затем опять раппорт повторяется. Вяжем первый ряд по схеме. Сейчас у меня в работе серый цвет. У меня на схеме я обозначила те ряды, которые вяжутся серым цветом. Возле этого ряда поставила крестик. Первую кромочную я снимаю. Далее по схеме узора я вижу первая петля молочным цветом. И эту петлю я переснимаю не провязанной на правую спицу, рабочую нить при этом держу за работой. Таким образом у меня получилась петля молочным цветом. Следующая петля по схеме узора, вот она, это серым цветом петля. Я ее провязываю лицевой, так как сейчас у нас лицевой ряд, серым цветом. Следующая петля, третья, здесь молочным цветом. Я переснимаю петлю на правую спицу не провязанной и рабочую нить при этом держу за работой. Следующие 3 петли, 1, 2, 3 по схеме серым цветом, я их провязываю лицевыми петлями серым цветом. Следующая петля после этих 3 по схеме, вот она, молочным цветом. Значит, следующую петлю я снимаю не провязанная на правую спицу и рабочую нить держу за работой. И следующая петля, последняя в раппорте, это серым цветом. Я провязываю ее серым цветом лицевой. Раппорт провязан. Далее все повторяем с первой петли. Значит, первая петля молочным цветом, следующая серым цветом, следующая молочным цветом, следующие 3 серым цветом. 1,
2, 3. Затем 1 петля молочным цветом, я ее переснимаю, нить за работой, 1 петля серым цветом, я ее провязываю лицевой. Следующий раппорт провязан. Затем опять повторяем, начиная с первой петли. 1 петля молочным цветом, я ее переснимаю, нить за работой, 1 петля серым цветом, я ее провязываю, 1 петля молочным цветом, я ее переснимаю, нить за работой. Следующие 3 петли серым цветом провязываю. 1, 2, 3. 1 петля молочным цветом, я ее переснимаю, нить за работой, и 1 петля серым цветом, я ее провязываю лицевой. Затем повторяем. 1 петля молочным цветом, переснимаю, нить за работой, 1 петля серым цветом, провязываю, 1 петля молочным цветом, переснимаю, не провязанной, 3 петли серым цветом. 1, 2, 3. 1 петля молочным цветом, переснимаю, не провязанной, 1 петля серым цветом, провязываю лицевой, 1 петля молочным цветом и последняя кромочная провязываю изнаночной. Первый ряд провязан до конца, поворачиваю работу на изнаночную сторону. Я повернула работу на изнаночную сторону и сейчас буду вязать второй ряд. С изнаночной стороны все ряды вяжутся по рисунку, то есть так, как мы видим петли в предыдущем ряду. Кромочную первую снимаю, следующую петлю я вяжу молочным цветом, и поэтому я ее переснимаю, чтобы она осталась молочным цветом. При этом в изнаночном ряду рабочую нить держу перед работой, вот так. Пересняла петлю. Следующая петля серая, я ее провязываю изнаночной. Следующая петля молочная, я ее переснимаю, так как у нас в работе сейчас серая нить. Следующие 3 петли изнаночные серым цветом, я их провязываю изнаночными серым цветом. 1, 2, 3. Дальше петля молочная, я ее переснимаю, нить перед работой. Дальше петля серая изнаночная, провязываю. Дальше петля молочная, переснимаю, нить перед работой. Дальше петля серая, провязываю изнаночной. И таким образом я вяжу до конца этого ряда. Я провязала второй ряд почти до конца. Мне осталось провязать кромочную петлю. Перед тем, как я ее провяжу, я поменяю цвет пряжи, так как следующий третий ряд у меня по схеме узора вяжется молочным цветом. И сейчас я поменяю цвет пряжи. И сейчас я вам покажу, каким образом я это буду делать. Значит, серую ниточку я должна оставить. Я ее кладу поверх молочной, вот таким образом. Беру в работу молочную нить и провязываю последнюю кромочную и изнаночную. Таким образом петли перекрестились, и у нас оказалась в работе молочная нить. Поворачиваю работу на лицевую сторону. Я повернула работу на лицевую сторону, и сейчас я буду вязать третий ряд. Третий ряд провязывается молочным цветом. В этом ряду первые 3 петли молочным цветом, следующая петля серым цветом, следующая петля молочным цветом, следующая серым и 2 в раппорте молочным. Далее повторяем: 3 молочным, 1 серым, 1 молочным, 1 серым, 2 молочным. И далее опять повторяем. Итак, вяжем третий ряд. Первую кромочную я снимаю. Далее вяжу по схеме узора. По схеме узора сейчас первая петля, вторая петля и третья петля в третьем ряду провязываются молочным цветом. Так как это лицевой ряд, то я вяжу лицевыми петлями. 1, 2, 3. Следующая петля в раппорте серым цветом, я ее переснимаю на правую спицу не провязанной и рабочую нить держу за работой. Следующая петля по схеме узора молочным цветом, я ее провязываю молочным цветом лицевой петлей. Следующая петля серым цветом, я ее переснимаю на правую спицу не провязанной, нить за работой. И следующие 2 петли в раппорте молочным цветом, я их провязываю лицевыми молочным цветом. Раппорт провязан. Дальше повторяем с первой петли в третьем ряду.
3 петли молочным цветом, провязала 3 петли лицевыми молочным цветом. Следующая петля серым цветом, я ее переснимаю на правую спицу не провязанной, нити держу за работой. Следующая петля молочным цветом, я ее провязываю лицевой молочным цветом. Следующая петля серым цветом переснимаю, держу нить при этом за работой. И следующие 2 петли в раппорте молочным цветом, я их провязываю лицевыми молочным цветом. Еще один раппорт провязан. Дальше будем повторять до конца ряда, начиная с первой петли в третьем ряду. Я провязала третий ряд до конца, повернула работу на изнаночную сторону, и сейчас я буду вязать четвертый ряд. Четвертый ряд с изнаночной стороны вяжется по рисунку. Первую петлю кромочную я снимаю, следующие петли вяжу так, как я вижу. Значит, первые 3 петли сейчас у меня молочным цветом изнаночные, я их провязываю молочным цветом, так как у меня сейчас молочный цвет в работе изнаночными петлями. Следующую после этого петлю я вижу серую, я ее переснимаю на правую спицу не провязанной, и при этом рабочую нить держу перед работой, так как это изнаночная сторона. Следующая петля молочным цветом изнаночная, я ее провязываю также изнаночной. Следующая петля серым цветом, переснимаю рабочую нить перед работой. Следующие 5 петель вижу молочным цветом, провязываю изнаночными молочным цветом. Следующая петля с серым цветом, я ее переснимаю, рабочую нить держу перед работой. Следующая петля молочным цветом, следующая серым цветом, переснимаю, рабочую нить перед работой. И таким образом по рисунку я вяжу до конца этого ряда. Четвертый ряд я провязала почти до конца, мне осталось провязать кромочную петлю. Перед тем как я ее провяжу, я поменяю цвет пряжи. Сейчас у меня в работе молочная нить, я ее оставляю, кладу поверх серой, беру в работу серую нить и провязываю кромочную петлю изнаночной. Четвертый ряд полностью провязан до конца, я поворачиваю работу на лицевую сторону. Я повернула работу на лицевую сторону, и сейчас я буду вязать пятый ряд. Пятый ряд провязывается серым цветом. По схеме узора первая петля должна быть молочным цветом, следующие 3 петли серым цветом, 1 молочная, следующие 3 серым цветом. И далее повторяем: 1 молочная, 3 серым цветом, 1 молочная, 3 серым цветом. И таким образом до конца ряда. Вяжем пятый ряд. Первую кромочную снимаю. Следующая петля по схеме узора молочным цветом, я ее снимаю на правую спицу не провязанной, нить рабочую держу за работой, так как это лицевой ряд. Следующие 3 петли по схеме узора лицевые серым цветом, я их провязываю лицевыми серым цветом. Дальше 1 петля молочным цветом, я ее переснимаю, рабочую нить за работой. Следующие 3 петли серым цветом провязываю, 3 петли серым цветом. Следующая петля молочным цветом, переснимаю, нить рабочая за работой. Следующие 3 петли серым цветом провязываю, эти 3 петли лицевыми серым цветом. 1 молочная переснимаю, рабочую нить за работой, 3 серым цветом провязываю лицевыми серым цветом. И таким образом я вяжу до конца этого ряда. Пятый ряд провязан до конца, я повернула работу на изнаночную сторону, и сейчас я буду вязать шестой ряд. Как и все предыдущие изнаночные ряды по рисунку, то есть первую кромочную снимаю, далее вяжу ту петлю, которую я вижу в предыдущем ряду. Предыдущая петля после кромочной у меня была вытянутая, здесь я ее также переснимаю на правую спицу не провязанной, при этом держу рабочую нить перед работой, так как это изнаночный ряд. Следующие 3 петли я вяжу изнаночные серым цветом, провязываю их, так как у меня сейчас в работе нить серого цвета. Следующая петля молочным цветом, переснимаю ее, рабочая нить перед работой. Следующие 3 петли серым цветом провязываю изнаночными петлями.
Следующая петля молочным цветом переснимаю, рабочая нить перед работой. Следующие 3 петли серым цветом провязываю изнаночными серым цветом. И таким образом я вяжу до конца этого ряда. 6-й ряд провязан до конца. Я повернула работу на лицевую сторону, и сейчас я буду вязать 7-й ряд. Последнюю кромочную в 6-м я провязала молочным цветом, так как сейчас у нас по схеме узора 7-й ряд провязывается молочным цветом. Итак, смотрим на схему узора. Первая петля молочным цветом, следующая петля серым цветом. Далее 5 следующих петель провязывается молочным цветом и 1 петля серым цветом. Далее все повторяем. 1 молочная, 1 серая, 5 молочных, 1 серая. И опять повторяем, начиная с первой петли в 7-м ряду. Первую кромочную я снимаю, дальше вяжу по схеме узора. Первая петля молочным цветом, я ее провязываю лицевой молочным цветом. Следующая петля серым цветом, я ее переснимаю на правую спицу не провязанной, рабочую нить и держу за полотном, за работой, так как это лицевой ряд. Следующие 5 петель по схеме узора я должна провязать лицевыми петлями. 1, 2, 3, 4, 5. Следующая петля по схеме узора у меня серым цветом. Я ее переснимаю на правую спицу не провязанной, рабочую нить держу за работой. Раппор провязан. Дальше повторяем. 1 молочная, 1 серая. Молочную я провязала лицевой петлей. 1 серая, переснимаю ее, рабочую нить держу за работой. Далее 5 лицевых молочным цветом. И 1 серая, я ее переснимаю на правую спицу не провязанной, рабочую нить держу за работой. Дальше повторяем раппорт, начиная с первой петли в 7-м ряду, и таким образом вяжем до конца ряда. 7-й ряд провязан до конца. Вот что сейчас на данном этапе получается. Я поворачиваю работу на изнаночную сторону. Я повернула работу на изнаночную сторону, и сейчас я буду вязать 8-й ряд. Так как это изнаночный ряд, то все петли я буду провязывать по рисунку, как и в предыдущих изнаночных рядах. Напоминаю, вытянутые петли в этом ряду, когда я формирую нить, рабочая идет перед работой, так как это изнаночная сторона. 8-й ряд я провязала до конца, повернула работу на лицевую сторону. Перед тем, как провязывать кромочную петлю, последнюю в 8-м ряду, я поменяла цвет пряжи на серый, так как у нас сейчас 9-й ряд провязывается серым цветом. Итак, в 9-м ряду первая петля по схеме узора молочным цветом, следующие 3 петли серым цветом, 1 молочным цветом, 3 петли серым цветом. И далее все повторяем. 1 молочная, 3 серые, 1 молочная, 3 серые. То есть вот этот 9-й ряд выглядит точно так же, как и 5-й ряд. Вяжем 9-й ряд. Первую кромочную я снимаю. Следующая петля по схеме узора идет молочным цветом. Поэтому эту петлю я переснимаю на правую спицу не провязанной, рабочую нить держу за работой, так как это лицевой ряд. Следующие 3 петли по схеме узора провязываю лицевыми петлями серым цветом. Следующая петля молочным цветом, я ее переснимаю, рабочая нить за работой. Следующие 3 петли серым цветом провязываю лицевыми серым цветом. Раппорт провязан. Дальше повторяем до конца ряда по схеме узора, начиная с первой петли в 9-м ряду. 1 молочная, переснимаю ее, нить за работой, 3 серые, провязываю лицевыми петлями. 1 молочная, переснимаю ее, нить за работой, 3 серые, провязываю, нить за работой. И таким образом я вяжу до конца этого ряда. Я провязала 9-й ряд до конца. Сейчас я повернула уже работу на изнаночную сторону и буду вязать 10-й ряд. Как и все предыдущие изнаночные ряды, этот ряд я провяжу по рисунку. Когда я вижу вытянутую петлю, то я рабочую нить буду держать перед работой, когда буду переснимать эту петлю. Вот таким образом. Вот после кромочной петли у меня первая
петля молочным цветом, в работе серая нить, поэтому молочную петлю я переснимаю на правую спицу не провязанной, а рабочая нить у меня идет перед полотном. Следующие 3 изнаночные серым цветом провязываю, 1 молочная, переснимаю рабочую нить перед работой. И таким образом по рисунку я вяжу до конца 10 ряда. Я провязала 10 ряд до конца, в конце поменяла цвет пряжи, то есть последнюю кромочную в 10 ряду я провязала уже молочной нитью, так как у нас сейчас в 11 ряду ряд провязывается молочной нитью. Обратите внимание, 11 ряд повторяет 3 ряд, то есть он выглядит точно так же, как и 3 ряд. Значит, в 11 ряду молочной нитью провязываем по схеме узора следующим образом. Первые 3 петли в раппорте лицевые, 1, 2, 3, молочным цветом. Следующая петля серым цветом, следующая петля молочным цветом, следующая петля серым цветом и 2 петли в раппорте потом молочным цветом. Дальше все повторяем, начиная с первой петли в 11 ряду. 3 петли молочная, 1 серая, 1 молочная, 1 серая, 2 молочные. И опять повторяем. 3 петли молочная, 1 серая, 1 молочная, 1 серая, 2 молочные. И так до конца ряда. Вяжем 11 ряд молочной нитью. Первую кромочную я снимаю. Следующие 3 петли по схеме узора идут молочным цветом. Провязываю их лицевыми петлями молочным цветом. Следующая петля по схеме узора серым цветом. Я ее переснимаю на правую спицу не провязанной, нить рабочую держу за работой. Следующая петля по схеме узора молочным цветом, я ее провязываю лицевой молочным цветом. Следующая петля по схеме узора серым цветом, я ее переснимаю, рабочая нить идет за работой. И следующие 2 петли по схеме узора в раппорте молочным цветом, я их провязываю лицевыми молочным цветом. Все, раппорт провязан. Дальше повторяем, начиная с первой петли в 11 ряду. То есть 3 петли молочным цветом, 1 серая, я ее переснимаю на правую спицу не провязанной, рабочая нить идет за работой. 1 петля молочным цветом провязываю лицевой, 1 петля серым цветом, я ее переснимаю, рабочая нить за работой, и 2 петли молочным цветом. Еще один раппорт провязан. И таким образом, повторяю, начиная с первой петли в 11 ряду, вяжем до конца этого ряда. Я провязала 11 ряд до конца, повернула работу на изнаночную сторону, и сейчас все петли в 12 ряду я провяжу по рисунку, так как это изнаночный ряд, как и в предыдущих изнаночных рядах. Я провязала 12 ряд до конца. Последнюю кромочную я провязала другим цветом, в данном случае это серым, так как сейчас я буду вязать с лицевой стороны 13 ряд, и он провязывается серым цветом. Итак, в 13 ряду первая петля молочным цветом, следующая петля серым цветом, 1 молочная, 3 серым, 1 молочная, 1 серая. И далее все повторяем. Молочная, серая, 3 серых, 1 молочная, серая. И опять повторяем. Так до конца ряда. Обратите внимание, 13 ряд выглядит точно так же, как и первый ряд на схеме. Вяжем 13 ряд. Кромочную петлю я снимаю. Далее вяжу по схеме узора. Первая петля молочным цветом, переснимаю не провязанной, рабочая нить идет за работой, так как это лицевой ряд. Следующая петля по схеме узора серым цветом, я ее провязываю лицевой серым цветом. Следующая петля молочным цветом, переснимаю. Следующие 3 петли серым цветом, я их провязываю лицевыми. Следующая петля молочным цветом переснимаю не провязанной. Следующая петля серым цветом провязываю лицевой серым цветом. Раппорт провязан. Дальше все повторяем. 1 молочная, значит я ее переснимаю не провязанной. 1 серая, провязываю лицевой. 1 молочная, переснимаю не провязанной. 3 серым цветом, я их провязываю.
Одна молочная, переснимаю не провязанной, и одна серая. Я ее провязываю серым цветом. И дальше опять повторяем, начиная с первой петли в 13 ряду. Вяжем 13 ряд до конца по схеме узора. 13 ряд провязан до конца. Я повернула работу на изнаночную сторону, и сейчас я буду вязать 14 ряд. Это изнаночный ряд, поэтому я его провяжу по рисунку, то есть так, как я вижу петли. Напоминаю, вытянутые петли, если я вижу, я их переснимаю на правую спицу, тоже в этом ряду не провязанными, но при этом рабочую нить держу перед работой, так как это изнаночная сторона. Вяжу 14 ряд по рисунку. Я провязала 14 ряд до конца, повернула работу на лицевую сторону, и это был последний ряд в раппорте по высоту. То есть мы с вами провязали с 1 по 14 ряд. Вот так выглядит этот узор с лицевой стороны. Дальше после этого узора можно провязать другой узор ленивым жаккардом, так как я сделала это после первого раппорта. Вот здесь я провязала такой же узор, а дальше я провязала несколько рядов другим узором, тоже ленивым жаккардом. И затем повторила этот узор. Можно здесь использовать какой-то другой узор ленивого жаккарда. То есть здесь нужно проявить фантазию и сочетать узоры так, чтобы они выглядели гармонично между собой. А на этом у меня все. Я вам желаю всем всего хорошего.